Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева. Таро прогноз, что ждет в ближайшее время, что или кто идет в вашу жизнь. И ориентир у нас декабрь 2025. Специально не ставлю временных рамок, потому что ожидается такой и переменчивый, и судьбоносный декабрь. Хотя за счет ретро-урана, скорее всего, это какая-то история, которая может быть продолжена как минимум до конца января. Или то дело, которым вы занимаетесь, ну, может быть, и потребует и вашего внимания, или каких-то досогласований. Вот именно ретро-уран, ну, он так постепенно помогает нам навести порядок в жизни, особенно для вас, потому что это планетарный транзит находится в знаке Телец, а вы тоже, хоть вы и не тельцы, но тем не менее, стихии Земли. И вот все знаки зодиака стихии Земли и где-то воды могут этот период как чувствовать более знаковым. Но все же, декабрь. Какие события, давайте узнаем, какие люди придут в вашу жизнь, мои дорогие девы. И вначале у нас карты пасьянса. Они нам рассказывают о событиях. Вот давайте узнаем, какие события на пороге. Что ждет вас именно, идет как в вашу жизнь, да? И карты старинного цыганского пасьянса нам раскроют те моменты, которые, ну, не совсем с позиции философии, психологии, это мы дополним. Чтобы понимать, может быть, да, или каких-то персон тут нам могут показать все же колода Таро. А вот именно сами по себе так беспристрастно события, без эмоций. Вы посмотрите, у вас прямо с самого начала, мои дорогие девы, колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Ну, насколько полное? Давайте будем реалистами. Ну, так прописано просто в этом пасьянсе. Но, тем не менее, это какая-то радость. Это у вас что-то получается осуществить. Более того, крест, да? И это как по судьбе. Это будет следующая карта. По судьбе. Вот прямо с первого ряда складываются события. Значит, я могу предположить, для кого-то начало декабря будет очень активным. Спокойное течение жизни, тем не менее, это говорит о чем? Как будто, ну, наверное, как высшие силы вам помогают осуществить какие-то важные ваши проекты или что-то довести до ума, до точки. Это ведь, по сути дела, результат. А потом как будто наступает спокойное течение жизни. Ну, дай бог, у нас как раз декабрь. Первая половина месяца, она, как правило, более активная. Чтобы потом можно было словно выдохнуть или наоборот, после этого вздохнуть свободно, решив некоторые задачи. Гости, мои дорогие, бокал, либо вы в гости, либо к вам гости. Идем дальше. Может быть, это важная встреча с каким-то человеком. Но вот смотрите, тут нельзя замечтаться, не все так однозначно. Ну, знаете, это как опьянение от успеха, хочется сказать. Ну да, это ведь когда у нас даже одно дело получается на самом деле, пусть это будет одно, но что-то важное. Ну, мы тогда и вдохновлены, и где-то в себе уверены, потому что самодостаточность наша, как бы планка поднимается, правда, самоосознание. Но вот нельзя замечтаться, потому что когда у нас выпадает змея, это кто-то как наблюдает за вами, или действует тайно, или себя как будто не выдает. Включайте змеиный режим, мои дорогие. У нас еще пока год змеи, а змея, она наблюдательна, она анализирует, наблюдает. И существует какой-то момент, когда мы себе говорим, а вот теперь пора, чтобы действовать. Но, видимо, вот тоже самому находиться в таком змеином режиме будет правильно, это точно. Смотрите, с одной стороны, именно ведь кот– это хорошее настроение. Это флирт, кстати. Это в целом такое, знаете, но мы наполняемся радостью. Что-то нам не просто нравится, а именно вдохновляет, как бы воздействует на все сферы жизни. Это как, знаете, аура жизни создается. Но вот все то, что я сказала до этого момента,
когда говорила про змею, да, и про то, что вроде как желание, да, или опьянение от успехов. Мало того, что змея, еще и маска. Поэтому можем смело сказать, что да, кто-то наблюдает. Вам могут, кстати, транслировать что-то более приятное. И это, знаете, как дифирамбы для того, чтобы усыпить ваше внимание. Ну и мы так тоже где-то на этой волне, а человек свои намерения вам не рассказывает. Поэтому, подведя итог, я могу сказать не только змеиный режим. Сами имейте маску за пазухой. Может быть, все еще пока неоднозначно. Или вы можете находиться среди тех людей, которые не совсем надежные. И тогда, ну, где-то быть великим дипломатом и не только, когда о себе, может быть, и не проболтаться, не рассказать больше, чем следовало, или рассмотреть какие-то именно альтернативные варианты. Вот мы когда допускаем или действуем от противного, или у себя спрашиваем, а что будет, если что-то пойдет не так? Ну да, вроде бы мы просчитали, но ведь нас ждет год огненной лошади, 2026, и было бы не лишним, ну, вот этот навык приобрести. Как именно просчитывать, что мы будем делать, и если что-то идет совсем не так, как мы предполагали, и при этом надеяться на самого себя. Ведь это пока, да, оно себя не проявляет, понимаете? Нам не говорят, что идет какая-то этого развязка. Я допускаю, что кто-то из вас даже знает этих персон или предполагает. Тогда дважды будьте аккуратны. Но тут как бы карты нам не дают расслабиться. Я так думаю, вот теперь я вижу у нас еще совпадение. Скрещенные мечи – это тревога. Наверное, вы где-то это чувствуете, мои дорогие. Может быть, пытаетесь просчитать, что это, кто это, да, какая персона. Или, в принципе, как общая какая-то температура по больнице, да. Ну, вы находитесь среди людей, которых вы плохо знаете. И, соответственно, непонятно, какова будет реакция. Поэтому вам приходится себя беречь. Будьте осторожными. Ведь где-то бокал говорит, что ты вообще среди совершенно незнакомых людей можешь оказаться. Вполне вероятно. Или в твой дом придут люди, которые, да, как гости. Ну, не будем буквально говорить гости, которых мы пригласили. Ну, кто знает, а может быть и нежданные гости. Поэтому, мои дорогие девы, нужно себя беречь. Смотрю, что у вас еще совпало. Да, тут, может быть, те гости, может быть, и приятен человек, но есть некоторые мотивы, которые заставляют задуматься. Месяц, луна, 1000 неопределенностей. Я, знаете, могу даже и так допустить, что у вас будет, может быть, какой-то контакт, знакомство. Или судьба словно сводит с каким-то человеком. И вы где-то допускаете, что вы ему не можете доверять. Но явных каких-то предпосылок к этому нет. Ведь так вот тоже может быть. И вот тогда вот эта тревога, тогда понятно, я не знаю, что ожидать от этих гостей или от конкретной персоны. Пусть это не буквально гости. Это просто может быть какая-то важная встреча, мои дорогие. Все же будем реалистами, которая оставляет, ну, наверное, больше вопросов, чем ответов. И вот если это происходит, ну, тогда, наверное, и самим нужно и змеиный режим включать, ну и где-то маску за пазухой тоже иметь. Понимаете, вот все то, что у вас совпало, вас где-то призывает к тому, чтобы вы себя сохраняли. Ну, понятно, дипломатия, потому что тут нужно как-то правильно провзаимодействовать однозначно, потому что судьбоносный момент, он присутствует. Но это иногда и возможность к нам приходит через то, что мы даже не предполагали. И какой-то метод ваш, которым вы раньше не пользовались, или которого от вас никто не ждет, и я такое могу допустить, потому что, ну, тут мы не знаем, в какой мы ситуации еще можем оказаться. Поэтому будьте бдительны. И я не вижу больше совпадений, поэтому давайте мы с вами достанем на колоде Таро, а у нас сегодня Таро ангелов-хранителей, дополнительные карты и узнаем, с чем или с кем будут связаны события будущего, что ждет, с кем или с чем, какие ключевые, может быть, персоны или какие энергии.
Но вообще это ваша карта, король Земли. Или это карта человека, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины, но это того человека, на которого мы можем положиться. Но это вы сами люди надежные. Может быть, это еще карта, безусловно, говорит о том, что какие-то вопросы семьи, вопросы пары, вопросы дома, вопросы с банками. Денежная тема тут явно не на последнем месте. Но это для вас, может быть, как ваш партнер, который с вами словно на одной волне заодно. Но, может быть, и вы будете как раз причесывать где-то свое окружение и думать, кому вы можете доверять, а кому нет. Вообще карта стабильности. И где-то мы об этом говорили. Карта, да, может быть, и вашей жизни есть такой человек один, на которого вы можете положиться, и это именно кто-то близкий, потому что близкие, вот как я говорила, и проходят. Но точно так же это карта, когда мы стабилизируем, допустим, какой-то нерешенный вопрос, подписываем важные документы, потому что иногда пентакли– это где-то прообраз важных бумаг. Это материализм, мои дорогие. Вот поэтому у кого-то и так может совпадать. Но это в конечном итоге, наверное, вот все то, что вверху сошлось. Или карта будет говорить, с чем или с кем будут связаны события, да, будущего. Тогда я могу сказать, именно ваши собственные какие-то планы вы, может быть, хотите довести до ума. Или в вашем окружении это будут те люди, которые, как и вы, рождены под знаком зодиака стихии Земли, или имеют там асцендент, или вы отдаете предпочтение уже людям проверенным. Но это тоже будет правильно. Вообще стабильность по этой карте идет, это точно. С кем или с чем будут связаны события? Вот смотрите, как будто партия в шахматы, да, проиграна. И нам очень хорошо эта карта именно в этой колоде характеризует ссору, мои дорогие. Ссору с каким-то важным человеком. Это не значит, что это прям принципиально какой-то важный человек, но это может быть человек нужный. Это может быть тот период, и даже карта нам говорит, потому что ошибки тут написано конкретно. Вы могли, мои дорогие девы, совершить какую-то ошибку. И, может быть, вы где-то так аналитикой своей признали, что, эх, елки-палки, надо было как-то по-другому. Но вот сейчас, когда эта карта выпадает, у нас как будто есть возможность закопать топор войны. Нейтрализовать какую-то острую атмосферу, обстановку. Но это нужно сделать как-то по-другому. Может быть, и сделать кому-то шаг навстречу. И я не исключаю, что и к вам тоже кто-то может делать шаг навстречу. Если это вам приходится делать, совершать, да, это не обязательно мы там 1000 извинений прямо до бесконечности извиняемся, но все-таки тут работа над ошибками, вот конкретная карта. Значит, есть что-то, что нужно переиграть, переиначить. Иначе вот какая-то история вам может потом о себе напоминать. И так, наверное, жизнь устроена, если мы, даже невзначай какой-то ляпсус совершили, пока мы не сдадим этот жизненный экзамен. Какую-то похожую ситуацию нам жизнь преподносит снова и снова. Здесь у вас есть судьба, как значение креста. Поэтому какой-то судьбоносно важный момент. Но и карта нам говорит, ты тут не драматизируй, потому что по факту это какая-то, знаете, вот когда друг друга двое не поняли. И правильно быть понятым, мои дорогие. Может быть, это есть важный какой-то человек в вашей жизни, может быть, близкий, может быть, родственник. И тут самые разные могут быть предпосылки к общению, как будто вот с кем-то вам нужно договориться. Пусть это даже не родственник, но какая-то персона, которая знаковая в вашей жизни. Или когда вы где-то, обладая дипломатией, просто решаете множество вопросов, которые касаются вашего благополучия. Но все-таки не двусмысленно, однозначно карта говорит, есть тут работа над ошибками. Почему-то так. С чем или с кем связаны события будущего, с получением денег. И вы знаете, именно в этой колоде тут конкретно прописаны 3 момента очень важных, к которым мы все стремимся. Мечты, да, желания и счастье. Все. По девятке кубков я часто говорю, что все же, хоть тут и кубки,
но это вопросы денег. У вас получается, а тем более с учетом короля пентаклей, у вас получается решить денежный вопрос или само по себе получение денег. Ну, может быть, тут и есть какие-то, все-таки мы все разные, споры денежные, да? Ну, тогда тут придется быть дипломатом, чтобы где-то и волки были сыты, но и овцы были целы тоже. Что еще вас ждет? Ну, вот смотрите, пятерка, да, старший аркан, это так у нас выглядит карта Иерофана или Верховный Жрец. Тут должно быть что-то по традициям, по законам, или это что-то должно быть стабилизировано, вот от начала до конца. По этой карте нам говорят, что да, действительно, какие-то важные документы могут пересмотрены быть, и в течение ретро-урана именно с приставкой «пере». Переписаны, может быть, да, или перезаключение контрактов, может быть, брачных контрактов, у кого-то контрактов по работе. Или, может быть, это и в банках какие-то дела, да, или какие-то еще и иные важные документы. Но ведь это мы делаем по закону, по традициям, и тогда нас как будто этот закон вторично сохраняет, сберегает. Мы потом можем опереться на конкретный документ или на важную бумагу, или на какое-то соглашение. Где-то это тоже карта будет говорить у кого-то из вас вопросы, которые будут связаны с личной жизнью. Не случайно, вот не только подписание, да, а по личной жизни иногда идет бракосочетание, иногда венчание идет. Ну, понятно, не для всех, но это что-то такое очень емкое, традиционное и одновременно основополагающее. Вот стабилизация каких-то процессов на декабрь месяц, она как по воле высших сил у вас запланирована. Возможно, вы уже много что совершили, сделали, в чем-то проучаствовали, но, может быть, есть то, что не имеет уже значения, да, и вам это нужно под какой-то знаменатель подвести, причем красиво, чтобы не было недопониманий, чтобы не было каких-то споров. Это тоже своего рода стабилизация, понимаете? Это тоже какой-то якорь или большее понимание, от чего мы можем оттолкнуться, но это как минимум. Я должна сказать, тут и по финансам Иерофант нищий не бывает. У кого-то, может быть, стабилизировать финансовую ситуацию. У вас к этому будут возможности. И представление о финансовом благополучии у каждого свое, но все же даже в том эквиваленте, который вы имеете, значит, все равно вот нужно что-то вам продумать. Для вас, в принципе, стабильность – это тема номер раз по разным сферам жизни. С чем или с кем будут связаны события? А я тут больше вижу, наверное, праздники, потому что карта любящего человека, карта чувствительной души и альтруизма. Но пусть не в этой колоде, но я часто добавляю, что да, иногда по королеве кубков доходит альтруизм до самопожертвования. Вот этого быть не должно. Но все же история любви. Так и хочется сказать. История личной жизни. Вопросы дома. Может быть, подготовки к праздникам. Но это карта любящего человека, по сути дела, у нас пара. Ну, может быть, один из партнеров такой более где-то прижимистый или более, ну, берет на себя обязательства, да, потому что не совсем про обязательства. Это про безусловную любовь, мои дорогие. Это про чувства. Так вот, один живет чувствами, а другой, ну, где-то больше материалист. Не без этого король Пентаклей. Это именно об этом. Ну, тогда посмотрите, какой-то волшебный союз, который идет к исполнению желаний, мечты буквально, к счастью. Может быть, между двумя любящими людьми какая-то черная кошка пробежала, так тогда нам пятерка воздуха говорит, да это вообще ерунда, тут свести недопонимание, тут даже вы можете ощущать как конфликт, а по сути это не конфликт, это недопонимание. И можно как раз и найти вот какие-то звенья, продолжения отношений или когда мы друг друга не только, ну, может быть, настаиваем где-то на своем или долго там кому-то что-то объясняем, а когда, знаете, это как через душу нашу, где-то через интуицию. Мы понимаем, что все же есть в нашей жизни тот человек, который нас чувствует именно, который нам верен, который нас понимает, может быть, или с полуслова, или без слов. Это вот где-то все по королеве кубков. Кто или что идет в вашу жизнь. Праздник, мои дорогие девы, все-таки идет в вашу жизнь. И
Видимо, начинается с каких-то вопросов, которые, ну, еще требуют к себе внимания, но постепенно, мои дорогие. Вот, кстати, с учетом змеи и маски. Тут ведь может быть любой человек или группа лиц, которые, кстати, завидуют. Поэтому, исходя вот из всех карт, которые выпали, знаете как, доверяйте своей душе. Потому что мы иногда, бывает, и ошибаться можем, только лишь потому, что кто-то сплетню сказал. Ну, вот так вот в реальной жизни, ведь оно так бывает. И мы начинаем, да, кто-то посадил росток сомнения, а мы этим сомнениям позволили разрастись. Поэтому вот, правда, какой-то баланс в какой-то высшей октаве вам совершенно необходим, потому что это непосредственно ваше счастье, исполнение желаний и мечты и совершенно другое качество жизни. Но решать будете вы, это да. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации, там есть гороскопы, там есть и статьи по психологии, каждый найдет что-то свое, я уверена. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.